Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада видеть вас всех. Сегодня я буду квасить капусту. Это замечательный рецепт, которым я хочу с вами поделиться. Верхние листья капусты удаляем. У меня здесь ровно 1 килограмм. Одна морковка. Количество морковки вы можете сами отрегулировать. Я не люблю, когда много моркови, поэтому я взяла только одну штуку. Капусту разрезать пополам, удалить кочерышку и нашинковать. Шинковать вы можете, как вам удобно. Я шинкую ножиком, причем ножик у меня для хлеба. Мне так больше нравится, для меня это самый легкий вариант. Капуста получается очень сочной, очень вкусной, хрустящей, потому что я в нее добавляю один ингредиент, о котором вы узнаете позже. Капуста нашинкована. Натереть морковку. Также можете натирать, как вам удобно. Я натираю на терке для корейской морковки. Все соединяем вместе в глубокой миске. Специи, которые нам понадобятся: 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка чили перца хлопьями, 1 чайная ложка кориандра, перец черный горошком и душистый перец, горчица 1 столовая ложка и 2 листика лаврового листа. Именно за счет добавления горчицы капуста останется хрустящей. Все высыпаем и хорошо перемешиваем. Перемешивая, я не придавливаю капусту, я не вижу в этом никакой необходимости. Аккуратно перемешала. И оставлю на 1 час. Через час в отдельную емкость складываю капусту, хорошо утрамбовывая каждый слой. За счет горчицы, которую я добавила в капусту, капуста останется всю зиму хрустящей. Вкус у нее будет очень пикантный. Сок, который отдала капуста, отправляю туда же в кастрюлю. Сверху ставлю тяжелый гнет. Накрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре. В комнате у меня тепло. Никакого сахара я не добавляю. Не забывайте каждый день прокалывать капусту, чтобы вышли газы, которые образуются при брожении капусты. Через 3 дня она будет уже готова. Можете продержать и дольше, 4-5 дней. Учитывайте, что она будет просто кислее немного. Капуста готова, оливковое масло, зеленый лук, а еще отварная картошка. Так это вообще красота и вкусно. Спасибо всем за просмотр. Для хранения на зиму переложите в стеклянные банки и отправьте в прохладное место.